Здравствуйте, дорогие друзья! И вот, наконец-то, моя любимая тема – выставка-продажа моделей. Самая большая в Израиле. Находится она в городе Игуд Монисон, по адресу Рам Коэн, кажется, 5. Проходит она в пятницу. Посмотрите, вот есть такой, перед входом есть такой дворик, где тоже представлены модели. Вот, и я вам сейчас сделаю небольшой обзор. Добро пожаловать на выставку-продажу. Сегодня, как я говорил, уже пятница, 26.06. И вот я начинаю обзор этой выставки. Посмотрите, вот здесь такой двор. Перед входом в саму выставку. И здесь тоже есть продажи. То есть какие модели. Это размер 1 к 18. Цены вот здесь по 300 шекелей. Красивая. Видите, какая красивая чайка. В таком размере я еще ее не видел. Стоит она 400 шекелей. Ламборгини желтая 550. Очень много разных моделей. Посмотрите, какой Volkswagen, концепт необычный. И вот меня поразила вот эта модель тоже концепта. Посмотрите, это каких-то 60-х, 70-х годов. Я не знаю, что это за производитель, я имею в виду, что за модель машины, но она меня поразила. И вот такие две модели тоже, посмотрите. Кажется, это Chrysler. Стоит 300 шекелей. И вот это Citroën, представляете? 500 шекелей. Посмотрите, какая-то невообразимая. Вообще, сколько колес здесь, трудно сосчитать даже. Подождите, 10 колес на одной машине. Моделей полно. Модели красивые. Вот здесь их закрыли от солнца. Здесь есть винтажные модели. Такие все не в очень хорошем состоянии. Были как игрушками, наверное, побитые. Идем дальше. Здесь стенд с размером 1,64. Я их не собираю особо. Как бы к ним прохладно отношусь, потому что для меня это слишком маленький размер. Но некоторые люди собирают, потому что они занимают мало места тоже. Вот уже размер побольше. Это 1,32, 1,24. Смотрите, Ferrari. Вот Железный человек. И вот я вхожу в сам зал выставочный. Посмотрите, здесь есть даже военная тематика, самолеты, танки. Кто увлекается. И вот пошли модели. Это серьезные вещи. Посмотрите. 1200 шекелей. Subaru классная. Вау. Шикарные модели просто. 450 шекелей. Смотрите, какие Ламборгини. И это Lexus, этот LF называется. Просто поразительный. Цены, конечно, не маленькие на большие модели, но оно того стоит. А эти Honda 2000 очень крутая. Да, выбор поразительный. Pagani. Очень красивые модели. И вот 43-я тема тоже моя любимая. Какая красота. А вот этот сет вообще просто Porsche. Моя тематика. 450 шекелей. Какой класс. И вот посмотрите, есть такой человек Алекс, увлеченный коллекционер из Нагории. Он мой подписчик. И вот посмотрите, какие у него есть модели. Это весь стол, вот этот огромный стол. Это все его модели. В 43-м размере.
Посмотрите, что у него только нет. Цены очень даже приемлемые. Есть дорогие, есть и не такие дорогие модели, но это все хорошие фирмы. Mini-Champs, Norev и другие. Посмотрите, какой объем. Он, можно сказать, распродает, сейчас я с ним разговаривал, он продает свою коллекцию и хочет собирать грузовики. Посмотрите, какая у него коллекция, просто поразительная. Его я снимать не буду, хотел взять интервью, но он как бы стесняется, не очень хочет. Ладно, я сниму его только коллекцию. Посмотрите, какие модели классные у него. И посмотрите, сколько их. Огромный выбор. Вот если хотите, я могу оставить его контакты, он может продать вам и через интернет. Или если вы приедете, заберете сами эти модели. Посмотрите. Цены, я думаю, вам видно. Вы смотрите, какие модели. Есть и пожарные машины, грузовики. По 200 шекелей. Посмотрите, какие шикарные грузовики и пожарные машины. Очень много всего. Так что обращайтесь к нему. Это Алекс. Если хотите его контакты, еще раз повторю, можете написать в описании к видео. Я вам дам его контакт. Посмотрите, какие модели. Это просто звезды этого сегодняшней как бы выставки, продажи. Посмотрите. Модели фантастической красоты. Цены, конечно, на них очень немаленькие, начиная от 1700. Вот, посмотрите, от 1100 до 3500. Смотрите, какая Bugatti. Стоит она 2000. Вот эти модели стоят за 3000. Ferrari Vision. Смотрите, какие модели. Просто вау. И вот это тоже поразило меня. Утопия. Посмотрите, а. Пагани Утопия. Вы знаете, какой цвет шампанского? Поразительные машины просто. Bugatti Veyron. Очень красивые машины. И вот, посмотрите, мои старые знакомые. Это художница. Вот, здравствуйте. Я познакомился с ними на выставке в Хулоне. Замечательная художница, которая делает поразительные картины на автомобильную тему. Посмотрите. Это все стоит очень недорого, цены здесь доступные. Посмотрите, вот такая картина стоит 60 шекелей. Смотрите, сейчас вот новая тематика значки. А значки сколько стоят у вас? По 20 шекелей, но если берете 3, будет 3 за 50. Вот, посмотрите, видите? По 20. Знаете, какая красота, какая тематика здесь? Эти автомобильная. Что интереснее значки, потому что они фокус берут прямо на объект. Да, это замечательно, красиво. И вот видите, кружки какие красивые тоже с автомобильной тематикой. Посмотрите. Мотоциклетный, автомобильный. Смотрите, какая замечательная выставка продажи здесь. Посмотрите, какие красивые кружки. Есть даже и с животными. Так что... где ваши контакты? Вот, да, ваши контакты. Вот контакты, пожалуйста, можете по заказу делать даже. Если вы хотите свою машину нарисовать, да, я помню, что это тоже возможно, да? Да, это понятно. По заказу будет другая цена, но это, сами понимаете, ручная работа, все, работа мастера. Так что... Человек получает оригинал и плюс или чашку, или принт в подарок. И получает фильм. Да, еще видите, да, и вот такой фильм здесь. Можно получить, как это все происходит, сам процесс изготовления. Вот так, друзья. Посмотрите. Да. Сканируется баркод и выходит из YouTube ролик, как рисовалась именно эта картина. Представляете? Это очень особенная тема. Так что давайте присоединяйтесь, ребята. Покупайте. Друзья, вот здесь тоже есть замечательный стол, тоже одного русского говорящего парня. Тоже модели 1.43. Посмотрите, великолепные просто модели, изумительные, редкие и очень хорошие фирмы. Посмотрите. Смотрите, вот этот Mitsubishi Eclipse, который меня поразил. Давно я не видел такой модели.
Вообще здесь есть полно всего. Цены не маленькие, потому что фирмы здесь очень хорошие. Сами видите. Где-то от 200 до 350 шекелей. Смотрите, даже есть вот такая вот машина, которая пассажирский трап. Класс, класс. Спорт-купе полно, моя любимая тема. Что-то я сегодня обязательно куплю. 7%. В общем, ребята, выставка продажи очень хорошая. Модели, как я уже говорил, много моделей редких. Вот, например, вот такая вот есть. Посмотрите, если вы знаете, что это такое, это Opel Tigra. У меня была в свое время только не кабриолет, а простая Opel Tigra. Но эту я возьму обязательно. Пускай будет. И посмотрите, вот большие модели. 1.18. Их очень много, и они очень красивые. Посмотрите. Вот это, кажется, Hyundai новое спорткупе, если я не ошибаюсь. Здесь шумно, но я пытаюсь перекричать людей. У меня это, наверное, плохо получается. И вот, опять моя любимая тема – Порши. Вы знаете, что израильтяне народ шумный, поэтому вот так. Но ничего с этим не поделаешь. Я снимаю. Пытаюсь снимать. Знаете, какая BMW классная тоже. Тройка, купе. Е36. М3. 350 шекелей. Я считаю, что недорого для такой первоклассной модели. Очень много всего. А эти старая Honda Civic купе. Ждем розыгрыш, будет розыгрыш здесь машин. Я записан тоже. Должны были записаться заранее, как бы через интернет. Я это сделал. Посмотрим, улыбнется ли мне сегодня удача. Вы представляете, начался розыгрыш, и мой знакомый Мейер выиграл. Представляете? О, Мазаль тов! Представляете? Мейер, ну-ка покажись. Ну ты везунчик, ну ты везунчик. Выиграл, молодец. Спасибо. О, вот еще один парень выиграл. Что он выиграл? Что он выиграл? Какую-то Лего? Да. 1.14 модель. 1.14 из Лего. Так, очередное имя. ראול אדלר. Рауль Адлер. Не я. ראול אדלר, יש? תשאלו בחוץ, תשאלו בחוץ. ראול אדלר פעם ראשונה, Не могут найти, отдайте мне. פעם שנייה, Бесхозная. ראול אדלר, יאללה, לא הגיע. איננו. Алях. Не нашли победителя. אני זוכה במנוע, אני נותן לגיא. В общем, вот такая веселая здесь лотерея. В общем, я ничего не выиграл. Выиграл мой друг. Вот он, счастливый обладатель гоночной Шкоды. Вот, покажи еще, пожалуйста, Мейер, что ты выиграл. Знаете, какая красота. Вот, счастливый обладатель, везунчик. Вот. Я заканчиваю свою съемку, заканчиваю этот обзор. Было очень весело. И я купил пару моделей. Вот, то, что по моему вкусу и по моей тематике. И дальше буду продолжать снимать вам тематику моделирования, выставки и сходки моих знакомых коллекционеров. Так что до новых встреч, ребята, всего хорошего. Пока-пока, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте ни одно видео. Бай!